Всем привет! Мы решили вернуться к истокам оказания медицинской помощи и рассказать о том, что такое механизм травмы и как он влияет на дальнейший подход к обследованию и лечению. Итак, механизм травмы на ПРОС-МП. Поехали! Раз уж я задал тему механизм травмы, то и рассказывать я буду про травмы. То есть про терапевтических пациентов говорить не будем. Второе допущение. Я пропущу все, что касается оценки собственной безопасности, количества сил и средств и всего прочего. Представим, что нам всего хватает, все безопасно, вы это оценили, подошли к пациенту и дальше планируете что-то делать. Что же делать? Начинайте оценку механизма травмы. Иногда он очевиден, а иногда необходимо расспросить о случившемся потерпевшего или свидетелей. Механизм травмы – это обстоятельства, при которых пациент был травмирован. Например, ДТП, падение с высоты, взрыв и так далее. Любая травма – это результат воздействия энергии на человека и передачи этой энергии телу. Из школьной физики мы помним, что кинетическая энергия равна половине произведения массы движущегося объекта на квадрат его скорости. От вас не требуется вычислять, сколько энергии было передано при травме, но вы должны уметь определить, было ли столкновение низкоэнергетическим, например, один автомобиль задел другой на парковке, или высокоэнергетическим происшествием, например, автомобиль врезается в дерево на высокой скорости. Формула приведена, чтобы подчеркнуть, что на количество энергии больше влияет скорость, нежели масса. Небольшое увеличение скорости вызывает значительное увеличение количества передаваемой энергии. Знание механизма травмы помогает найти у потерпевшего скрытые повреждения, а пропущенные или незамеченные повреждения могут иметь катастрофические последствия, особенно после истощения компенсаторных механизмов организма. Итак, высокоэнергетическое происшествие обозначает собой огромный выброс неконтролируемой энергии. Каждого пациента считайте травмированным, пока не будет доказано противоположное. Важно осознать, является ли механизм травмы общим или локальным. Общие механизмы – это ДТП, падение с высоты и так далее. Локальные механизмы вызывают повреждение определенных участков тела, например, ножевое ранение в область живота или ампутация стопы. Общие механизмы требуют проведения быстрого травмоосмотра всего тела, тогда как при локальных механизмах может понадобиться только местный травмоосмотр. Факторы, которые необходимо рассмотреть, это направление и скорость воздействия, кинетика движения и физические размеры потерпевшего, а также признаки высвобождения энергии, например, основные деформации транспортного средства. Важно найти ответы на два вопроса: что случилось и каким образом пациент получил травму. Необходимо помнить, что энергия не создается и не исчезает сама по себе. Она только меняет свою форму, следуя закону сохранения энергии. Соответственно, кинетическая энергия движения, чего бы то ни было, при остановке этого чего-то должна поглотиться. Именно эта поглощенная энергия является главным компонентом, вызывающим повреждение. Существует два основных механизма механических травм – тупые и проникающие. Хотя у пациента в одно и то же время могут быть повреждения, вызванные обоими механизмами. Давайте разберемся более детально. Начнем с дорожно-транспортных происшествий. Паттерны повреждений вследствие столкновений с автомобилями, мотоциклами, квадроциклами, гидроциклами и тракторами отличаются. Начнем с автомобилей. Надо понимать, что все транспортные столкновения происходят как три отдельные события. Столкновение транспортного средства с препятствием, столкновение тела потерпевшего с деталями транспортного средства и столкновение внутренних органов, приводящее к их разрыву, деформации или ушибу. Рассмотрим ДТП, при котором автомобиль врезается в дерево. Столкновение с деревом приводит к немедленной остановке автомобиля с высвобождением энергии, повреждающей и дерево, и автомобиль. Человек, находящийся в автомобиле, все еще движется с той же скоростью, пока не остановится при столкновении с неподвижными предметами. Такими предметами могут быть ремень безопасности, рулевое колесо, ветровое стекло или приборная панель. В этот момент выделенная энергия приводит к повреждениям тела и элементов транспортного средства.
Органы внутри человека также движутся с исходной скоростью автомобиля, пока не остановятся, либо ударяясь о неподвижные объекты, например, внутренняя поверхность черепа, грудина, рулевое колесо, приборная панель, либо натягивая крепящие их связки, как, например, аорта на артериальной связке. В этом примере понимание механизма травмы как резкого замедления при движении вперед должно натолкнуть на мысль о возможном наличии травм. Травма головы, повреждение шейного отдела позвоночника, контузии сердца, травмы грудной клетки, повреждение органов брюшной полости и скелетно-мышечные травмы. Короче говоря, кинетическая энергия движущегося автомобиля никуда не девается. Она преобразуется, вызывая деформацию автомобиля и повреждение тела. Тело в автомобиле тоже ведь двигалось со скоростью этого автомобиля, а потом резко остановилось от удара о детали конструкции. В итоге на месте происшествия нас будут интересовать три составляющие. Первое – это деформация самого автомобиля. Так можно понять направление и силу удара, а из этого сделать предположение о вероятном направлении воздействия на человека и возможную тяжесть повреждений. Вторая составляющая – деформация внутренних структур. Они укажут нам места, о которые ударился потерпевший. И третье – повреждения, характерные травмы или, если угодно, деформации у потерпевшего. Они покажут нам, какими частями тела он ударился. Не стоит забывать, что кроме первого столкновения могут происходить и последующие, то есть вторичные. Например, незакрепленные предметы в салоне автомобиля, кстати, как и непристегнутые пассажиры, это отличные снаряды. В моей практике был случай, когда водитель после ДТП провел несколько дней в коме, хотя повреждения самого автомобиля были незначительными. Все из-за горнолыжного ботинка, который после столкновения прилетел из багажника и ударил водителя по голове сзади, что и привело к черепно-мозговой травме. При ДТП с наездом сзади могут происходить многократные столкновения, когда автомобиль наносит удар другому автомобилю сзади и, в свою очередь, получает удар от автомобиля, следующего за ним. Также транспортные средства после удара с одним объектом часто меняют направление движения и сталкиваются уже с другим или даже третьим транспортным средством или с неподвижным объектом. Этот механизм похож на ДТП с переворачиванием, так как люди в транспортном средстве подвергаются действию энергии с различных направлений. Надо помнить, что при многократных столкновениях подушка безопасности защищает только от первого удара. И надо это учитывать при дальнейшем осмотре. Существуют различные формы транспортных столкновений, и каждый из них свойственны определенные паттерны повреждений. Начнем с традиционного лобового столкновения. При лобовом столкновении большинство повреждений причиняются ветровым стеклом, рулевым колесом и приборной панелью. Ищем подсказки. Во-первых, при лобовом ударе автомобиль снаружи имеет повреждения в передней части: бампер, капот, двигатель, лобовое стекло. В современных автомобилях системы пассивной безопасности приводят к значимым деформациям, что позволяет более эффективно поглощать энергию удара за счет деформации кузова. Однако в старых автомобилях внешние деформации кузова могут быть выражены значительно меньше, а повреждения пострадавших больше. При ДТП с лобовым столкновением непристегнутое ремнями безопасности тело внезапно прекращает движение. На что смотреть и какие повреждения ожидать? Первое. Лобовое стекло. Ищем характерный след от удара головой на стекле и характерные повреждения мягких тканей: ссадины, гематомы, переломы лицевого черепа и так далее. При таком ударе головой обычно происходит переразгибание в шейном отделе позвоночника, что приводит к его повреждению. Увидели подобную паутину на лобовом стекле? Обязательно стабилизируйте шейный отдел пострадавшего. Помимо этого, обратите внимание на уровень сознания. Сделайте предположение о наличии травмы головного мозга и оцените проходимость дыхательных путей. Второй повреждающий элемент – это руль. Для непристегнутого водителя руль – это самая смертоносная часть транспортного средства. Руль автомобиля состоит из рулевого колеса и рулевой колонки. Рулевое колесо – это полужесткий, покрытый пластиком металлический круг, прикрепленный к неподвижному несгибаемому столбу, по сути играющему роль тарана. Используем концепцию трех столкновений и ищем. Первое. Столкновение транспортного средства. Ищите деформацию передней части автомобиля. Второе. Столкновение тела потерпевшего.
Проверяем руль на излом или деформацию кольца и на любое смещение рулевой колонки. Третье. Столкновение внутренних органов. Ищите травматическую татуировку на коже потерпевшего. Травмы при лобовом столкновении полностью зависят от части тела, которая сталкивается с рулевым колесом, приборной панелью или другими элементами интерьера транспортного средства. Признаки травм могут быть заметны сразу, например, раны рта и подбородка, ушибы и гематомы на передней области шеи, травматические татуировки на передней поверхности грудной клетки и гематомы на коже живота. Некоторые внешние признаки могут быть на вид едва заметными, но, что более важно, они могут представлять лишь верхушку айсберга. Более глубокие структуры и органы могут иметь скрытые повреждения вследствие их сдвига или сдавления. Органы, прикрепленные на связках, дуга аорты, печень, селезенка, почки и кишечник, восприимчивы к сдвигающим повреждениям. За исключением разрыва тонкого кишечника, эти повреждения являются источником скрытых кровотечений и геморрагического шока. Сдавливающие повреждения характерны для легких, сердца, диафрагмы и мочевого пузыря. Важный симптом – дыхательная недостаточность, которая может быть следствием ушиба легкого, пневмоторакса, диафрагмальной грыжи, ищем звуки перистальтики в области грудной клетки, и флотации грудной клетки. При гематомах стенки грудной клетки следует подозревать контузию миокарда. Подводя итог, рулевое колесо – это смертельно опасная часть транспортного средства, способная причинять повреждения, многие из которых являются скрытыми. Деформация рулевого колеса – это крайне тревожный признак. Еще один повреждающий элемент – это приборная панель. Чаще всего повреждаются о нее непристегнутые пассажиры. Такие удары приводят к различным травмам в зависимости от части тела, которой ударяется потерпевший. Чаще всего это травмы лица и коленей, однако описаны случаи и других травм. Согласно концепции трех столкновений, ищем. Первое. Столкновение транспортного средства. Повреждение передней части автомобиля. Второе. Столкновение тела потерпевшего. Переломы и деформации приборной панели. Третье. Столкновение внутренних органов. Травмы лица, травмы мозга по механизму удар-противоудар, переразгибание или сгибание шейного отдела позвоночника, травмы таза, бедренных костей и коленей. Травмы лица, мозга и шейного отдела позвоночника уже упоминались. Как и при ушибе грудной клетки, травма колена может быть верхушкой айсберга. Колени часто ударяются о приборную панель. Травма может быть разной тяжести, начиная от простого ушиба и завершая сложным переломом коленной чашечки. Также иногда возникает вывих колена. Кроме того, кинетическая энергия может быть передана дальше, вызывая перелом бедренной кости, перелом или вывих тазобедренного сустава. Иногда потерпевший может удариться о приборную панель тазом, что приводит к перелому таза. При таких травмах может развиться сильное внутреннее кровотечение и, как следствие, шок. Будьте внимательны и всегда проводите пальпацию бедренных костей, осторожное деликатное сжатие таза и пальпацию лонного сочленения. Кроме того, не стоит забывать, что резкое торможение часто сопровождается вторичными столкновениями с сидящими сзади пассажирами или предметами из задней части транспортного средства. Эти удары тоже могут нанести достаточно серьезные травмы. Теперь немного про боковое столкновение или боковые удары. Боковое столкновение похоже на лобовое с добавлением передачи энергии в боковом направлении. Если пострадавшего уже эвакуировали из автомобиля, надо выяснить, на каком сидении он находился в момент ДТП и был ли пристегнут. Согласно концепции тройного столкновения, ищите следующее. Первое. Столкновение транспортного средства. Ищите первичные деформации автомобиля. Проверьте, с какой стороны наступил удар, со стороны водителя или со стороны пассажира. Второе. Столкновение тела потерпевшего. Определите степень деформации двери или стоек. Третье. Столкновение внутренних органов. Ищите следующие наиболее частые травмы. Голова. Травма мозга по типу удар-противоудар вследствие бокового смещения. Шея. Травмы вследствие бокового смещения. От растяжения мышц шеи до переломов и вывихов позвоночника с неврологическим дефицитом. Верхняя конечность и плечо. Повреждения возникают на стороне удара. Нередко выявляются переломы плеча и предплечья, реже ключицы и акромиального отростка лопатки. Грудная клетка и живот. Ищите травмы либо от прямого воздействия, вдавленной внутрь салона двери,
либо вследствие выпадения из кресла непристегнутого пассажира. Тяжесть травмы грудной клетки варьирует от повреждения мягких тканей до флотации грудной клетки, контузии легкого, пневмогемоторакса или даже травматического разрыва аорты. Травмы живота включают повреждения паренхиматозных и полых органов, таз и нижней конечности. У потерпевшего, вероятно, есть переломы таза, тазобедренного сустава или бедренной кости на стороне удара. Травмы таза могут включать смещение костей таза, разрыв мочевого пузыря, повреждение мочеиспускательного канала. Сотрудники СМП и спасатели должны обращать внимание на то, что многие из новых автомобилей оборудованы боковыми подушками безопасности. Эти средства могут представлять угрозу для спасателей, если они не были активированы ранее при столкновении. Прежде чем лезть в автомобиль, убедитесь, что вам ничего не угрожает. Теперь пару слов про удар в транспортное средство сзади. Наиболее частый механизм – в стоящий автомобиль сзади врезается другое транспортное средство или быстро движущийся автомобиль ударяется в движущийся медленнее. Внезапное ускорение автомобиля, получившего удар, приводит к смещению находящихся в машине людей назад и к переразгибанию шейного отдела позвоночника, если подголовник не был правильно отрегулирован. Если спинка кресла ломается и падает на заднее сиденье, есть высокая вероятность травмы поясничного отдела позвоночника. Резкое ускорение сменяется замедлением, если автомобиль ударяется во что-то спереди или если водитель резко нажимает на тормоз. Обратите внимание на деформации как передней, так и задней частей автомобиля, а также на повреждения внутри салона и положение подголовников. Кроме того, стоит искать травмы от резкого замедления. Переворачивание транспортного средства. При переворачивании транспортного средства на потерпевшего действуют силы с разных направлений, поэтому риски травм очень высоки. При таком ДТП возрастает риск повреждения позвоночника, связанный с повышенной нагрузкой вдоль его оси. Признаками переворота автомобиля будет вмятина на крыше, царапина, деформация боковых стоек. Смертельные повреждения чаще наступают при этом механизме из-за высокой вероятности выпадения человека из транспортного средства. Риск смерти и получения тяжелых травм при этом в 3 раза выше. У непристегнутых пассажиров риск выпасть из автомобиля при перевороте крайне высок. Хотя и без этого непристегнутый будет летать по салону, повреждаясь сам и повреждая других. Столкновение с вращением вокруг вертикальной оси. Механизм вращения лучше всего представить как остановку одной части транспортного средства, в то время как остальная часть продолжает двигаться. Это случается чаще всего, когда транспортное средство получает удар сбоку в переднюю или заднюю часть. Полученные повреждения являются комбинацией травм, характерных для лобового и бокового столкновений. Теперь стоит рассказать про системы безопасности транспортных средств. Шансы выжить значительно выше у пристегнутых лиц, так как системы безопасности защищают от ударов о внутренние элементы салона и от выпадения из транспортного средства. Однако и эти лица могут получить определенные травмы. Если есть только поясной ремень безопасности, то есть двухточечный ремень, его необходимо размещать над тазом по подвздошным гребням, а не на животе. Если ремень расположен правильно, при лобовом столкновении с резким замедлением тело потерпевшего сгибается. Голова может удариться о рулевое колесо или приборную панель. При этом возникают травмы лица, головы и шеи. Если поясной ремень расположен неправильно, это, помимо прочего, приводит к травмам органов брюшной полости. Силы сжатия, действующие при сильном сгибании тела в талии, могут повредить живот и поясничный отдел позвоночника. Трехточечный ремень безопасности защищает пассажира лучше, чем поясной ремень. Благодаря стабилизации и таза, и грудной клетки значительно реже возникают травмы, опасные для жизни. Однако движение головы он не ограничивает, поэтому остается риск тяжелых повреждений шейного отдела позвоночника, переломы, вывихи или травмы спинного мозга. Часто случаются переломы ключицы в месте прилегания ремня безопасности, а также повреждения грудной стенки. Ремни безопасности не предотвращают движение органов внутри тела, поэтому не защищают пассажиров от травм внутренних органов. Подушки безопасности, как и ремни безопасности, снижают риск повреждений при большинстве ДТП, но не во всех ситуациях.
Подушки со стороны рулевого колеса и приборной панели защищают сидящих на передних сиденьях в случае лобового столкновения. Если подушки сработают правильно, они смягчают удары головы и грудной клетки, снижая риск травм лица, шеи и корпуса. Несмотря на это, спасатель обязан стабилизировать шею потерпевшему, пока не будет проведено соответствующее обследование. Подушки безопасности сразу сдуваются, поэтому защищают только от первого удара. После первого удара водитель остается без защиты. Если автомобиль подвергается следующим ударам, то травмы будут более серьезными. Подушки также не предотвращают движение вниз и под подушку. Таким образом, очень высокие водители и водители небольших автомобилей с низкой посадкой могут удариться о приборную панель ногами и получить травмы нижних конечностей, таза и органов брюшной полости. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями, даже если автомобиль оборудован подушками безопасности. Деформация рулевого колеса указывает на возможные внутренние повреждения у водителя. И это важный признак, независимо от того, оборудован ли автомобиль подушками безопасности или нет. Рулевое колесо может быть прикрыто сдувшейся подушкой, поэтому при осмотре рулевого колеса необходимо обязательно приподнять сработавшую подушку безопасности. Во многих современных автомобилях есть боковые подушки безопасности, встроенные в двери, кресло или подголовник. Как и передние подушки, они защищают водителя только при первом столкновении. В некоторых транспортных средствах есть подушки, раскрывающиеся со стороны потолка салона, чтобы защитить голову. И некоторые автомобили оборудованы подушками под приборной панелью для защиты ног. Естественно, все эти средства обеспечивают дополнительную защиту. С подушками безопасности связан определенный риск. Водители низкого роста, придвигающие кресло близко к рулевому колесу, при раскрытии подушки могут получить тяжелые повреждения как раз из-за раскрытия этой подушки. То есть их как бы бьет подушкой безопасности. Серьезные травмы могут получить дети в детских креслах, расположенных на передних сиденьях, в особенности установленных лицом вперед. Дым, появляющийся при открытии подушки, это на самом деле порошок типа талька, используемый как лубрикант для того, чтобы нейлоновый мешок подушки безопасности при надувании легко расправился. Есть сообщение о возникновении ссадин вот этого нейлонового мешка и повреждении роговицы и поверхностных ожогов на руках, находящихся вблизи мест выброса газа из мешка подушки. Подводя итог, будучи на месте ДТП, обратите внимание на тип столкновения и подсказки, такие как деформации транспортного средства, свидетельствующие о передаче высокого количества кинетической энергии. Сохраняйте высокую степень настороженности касательно скрытых повреждений, поэтому сокращайте к минимуму время пребывания потерпевшего на месте происшествия. Обратите внимание на то, что определенные повреждения можно предвидеть, а оценка возраста потерпевшего и окружающей обстановки могут указывать на другие вероятные травмы. Ну что ж, получилось много, так что про другие механизмы травмы расскажу как-нибудь в следующий раз. Кто хочет почитать статьи по теме или поддержать нас материально, может смело переходить на сайт Boosty. Там мы не только выкладываем дополнительные материалы, но еще публикуем аудиоверсии наших роликов, всякие таблички, шпаргалки и вообще. Переходите, подписывайтесь. А на сегодня это все. Хорошего вам дня и до новых встреч.